Его надо заполнить. Раз в стране закончились хрустящие доллары, а SWIFT-переводы, видимо, исчезнут к концу этого лета, то вполне закономерно, что тысячи людей начали вливать свои деньги в крипту. Во всех прошлых выпусках я говорил, что крипта — это высоковолатильный актив. Без штанов остаться можно за пару часов. Но люди же придумали стейблкоин. Да кто такой этот ваш стейблкоин нахуй? Стейблкоин в переводе «стабильная монета». Это когда один фантик как бы равен $1. Получается как бы криптодоллар. И все было бы понятно и прозрачно, если бы криптодоллар печатал ФРС, как и хрустящий. Но нет, мало того, что криптодоллары печатаются хрен пойми где и хрен пойми кем, так еще развелось тут всяких разных. Этот выпуск мы полностью посвятим самому популярному и самому мутному криптодоллару на планете – Tether USD, он же USDT. Все эти криптовалюты создали крутые прогеры. И вы сами знаете, что программисты меняют мир. Но что делать новичку, который только собирается кодить? Ну так возьмите для начала самый простой и популярный язык Python. Он используется во многих сервисах. По нему 7000 вакансий, а средняя зарплата спеца 140 тысяч рублей. При этом он просто в изучении, поэтому освоить его может каждый, независимо от возраста и образования. В онлайн-школе Skill Factory есть отличный курс «Профессия Python-разработчик», который подходит даже тем, кто никогда не программировал. На курсе удобный формат обучения. Можно учиться в свободное от основной работы время, самостоятельно регулировать нагрузку и ставить на паузу во время отпуска. Детальнее разобраться в любой теме вам помогут менторы курса, опытные программисты. 80% курса — это практика, поэтому к концу обучения у вас будет портфолио с решенными практическими задачами, а карьерный центр поможет составить резюме и подготовиться к собеседованию. Skill Factory специализируется на IT-обучении, и у школы отличные отзывы на независимых площадках. Поэтому вопрос: зачем ждать осени или следующего года? По промокоду MyGap вас ждет максимальная скидка 45%. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на курс и осваивайте актуальную и высокооплачиваемую профессию. Большинство в целом устраивает факт, что сейчас действительно можно поменять 1 USDT на 1 настоящий доллар. И сейчас мы вам расскажем, как так вышло и какие риски есть у этой мутноватой пирамиды. Помню, как год назад смотрел я на этот график и не понимал, как так вышло, что в 2015 году этих тезеров было под $1 миллион, а вот в 2021 всего через 6 лет их стало под 80, да и не миллионов, а миллиардов. У многих людей закрался вопрос: откуда деньги? Вас о чем не спросишь, откуда деньги, вы говорите от Аллаха. А ты докажи, что не Аллах. Оказалось, USDT печатает вполне конкретное юридическое лицо Tether International Limited. Оно было создано в Гонконге в 2014 году. И по идее, я тут подчеркиваю, по идее, эта контора выпускает 1 USDT за 1 настоящий хрустящий доллар. И по идее, вы также можете этому посодействовать. Ситуация типичная. Приходите после рабочей смены, даете 100 тысяч зеленых, получаете на свой счет 100 тысяч криптофантиков. И по идее, верно обратное. Приходите вы со своими криптофантиками, а взамен получаете реальные хрустящие доллары. Ну, то есть все понятно, просто и прозрачно. 1 USDT подкреплен 1 реальным долларом. Но реальность всегда не так красива, как идея. В реальности обеспечение тезера выглядит вот так. Краткосрочные государственные векселя США, банковские депозиты и фонды денежного рынка, краткосрочный корпоративный долг и всякое разное. Грубо 4 категории. Вот к первой вообще вопросов нет.
Это известные многим игрокам трежеря США. Они превратятся в пыль, если вдруг США объявит дефолт. Мировой пузырь доллара может скоро лопнуть. Вторая категория тоже по идее окей, но с оговоркой, если мы знаем, что это за банки и считаем их устойчивыми. Третья. Ситуация примерно такая же, как и со второй категорией. Хрен знает, что там за бумаги. Ну, одно дело, если там облигации условного Microsoft, и совсем другое дело, если китайского девелопера. А четвертая категория — это буквально всякое разное. Тут и займы неуказанным фирмам, и драгоценные металлы, и даже цифровые токены. Это самая непрозрачная и непонятная категория. Для быстрого понимания эти 4 категории можно разделить по принципу светофора. Первая — зеленая, вторая, третья — желтая, а четвертая — красная. Соответственно, делается простой вывод. Чем больше зеленого в обеспечении, тем нам безопаснее. Чем больше красного, тем сильнее мы подсаживаемся на очко. А теперь смотрим, в каких долях обеспечение криптофантика. К концу прошлого года расклад был такой. Еще ближе к нашему времени ситуация чуть улучшается. Красного чуть меньше, зеленого чуть больше. Ожидаю ваш вопрос. А зачем вообще вот эти разные виды обеспечения? Почему нельзя тупо держать на балансе один хрустящий доллар за каждый один криптодоллар? Тезер в данном случае по сути является криптобанком. В обычный банк мы с вами вкладываем деньги на депозиты под проценты, а банк в свою очередь пытается выдать эти деньги в кредит под еще большую ставку, зарабатывая таким образом на разнице процентных ставок. А в Tether люди по сути вкладывают деньги бесплатно, получая взамен просто фантик USDT. Но при этом Tether, конечно, тоже хочет на этом заработать. Еще полгода назад, вкладывая деньги в самые надежные активы, такие как US Treasuries, то есть госдолг США, или самые надежные банковские вклады, можно было заработать примерно 0,1% годовых доходности. А если Tether хотел заработать что-то хоть немного больше этого, ему приходилось вкладывать во что-то гораздо более рискованное. Откуда вообще данные об обеспечении Тезера? Тезер с 2017 года публикует какие-то, и я тут подчеркиваю, какие-то отчеты, но это не полноценный банковский аудит, а очень грубая инфо без конкретики. Например, в 2017 году отчет выглядел так, что просто замазывали названия банков. А чуть позднее, когда появилась инфа по обеспечению, которую мы вам показывали, предоставляла контора на Каймановых островах. Дофига ли прозрачные и полны эти отчеты? Внушают ли они доверие? Нет и нет. Но других документов для аналитики просто не существует, в публичном доступе, разумеется. Работаем с тем, что имеем. Куда больше грязных подробностей выяснила прокуратура Нью-Йорка, которая с 2019 года пыталась докопаться. Где деньги, Лебовские? В результате проверки Тезеру запретили какую-либо деятельность с жителями Нью-Йорка. Заставили заплатить $18,5 миллионов штрафа за то, что, во-первых, Тезер напрямую пиздил. Публично заявлял, что деньги лежат в долларах на банковском счету, а по факту размещал в очень разнообразные и непрозрачные инструменты. И именно прокуратура заставила уровень прозрачности повысить. А во-вторых, Tether и Bitfinex пытались скрыть убыток в $850 миллионов в 2019 году. Что за Bitfinex? Это довольно крупная биржа, владельцы которой управляют и Tether International. То есть можно сказать, что криптодоллар Tether печатается Bitfinex де-факто. Там все настолько прикольно, что в ноябре 18-го Tether Ltd отправил $625 миллионов в адрес биржи Bitfinex. Почему? Потому что Bitfinex хранил 1 лярд своих денег в мутном панамском, звучит как в фильме, в панамском псевдобанке Crypto Capital, у которого в тот момент возникли проблемы с правоохранительными органами в разных странах, а у Bitfinex, следовательно, проблемы с доступом к размещенному там лярду. А вишенку на торте доставила вся та же прокуратура Нью-Йорка. Цитата. Никаких договоров или письменных соглашений между Crypto Capital и Bitfinex и Tether не составлялось.
Ну, то есть вот как бы просто так отправляют лярд на хранение. Короче, тут на самом деле еще много до чего можно докопаться на потеху зрителям. Можно залезть в биографию главного финансиста Tether, который до этого был пластическим хирургом. Но оставим это блогерам-разоблачителям. Отметим, пожалуй, еще одну немаловажную вещь. Обменять Tether на доллар через сам Tether LTD напрямую вроде бы можно. Ну, то есть это и есть фундаментальная идея. Но в то же время эти ребята скинули с себя всю ответственность. На самом сайте написано. Tether оставляет за собой право задержать выкуп или изъятие токенов Tether, если такая задержка вызвана неликвидностью, недоступностью или утратой каких-либо резервов, имеющихся у Tether для обеспечения токенов Tether. Также Tether оставляет за собой право выкупать токены Tether путем натурального выкупа ценных бумаг и других активов, находящихся в резервах. Переводя на русский язык, тут написано: ну, если мы не можем обменять, то это значит, что мы не можем обменять. Как получится. Оно и понятно, ведь собственный капитал Тезера 0,2%. В свое время я проработал 7 лет в KPMG, одной из крупнейших аудиторских компаний в мире. Соответственно, я не понаслышке знаю, насколько строго регулируют и проверяют настоящие банки. Хотя, конечно, с ними тоже всякое случается. Так вот, строгие правила Базель 3 заставляют банки держать собственный капитал на уровне не менее 8% от всех активов. По сути, это означает, что даже если с 8% активов банка что-то случится и они полностью исчезнут, этот удар примут на себя собственники банка, которые рисковали своим капиталом. А, например, те, кто вложил просто депозиты в этот банк, они никак не пострадают. В случае же с Tether их собственный капитал, согласно их же отчетам, составляет 0,2%. Ну, то есть примерно в 40 раз меньше, чем у настоящих банков. Соответственно, собственники Tether ничем особо не рискуют, в отличие от держателей USDT, проблемы у которых могут возникнуть даже если резервы Tether упадут совсем на немного. Несмотря на все несостыковки, обманы и скелеты в шкафу, Tether довольно успешно удерживает курс 1 к 1. Да, в середине исторического графика вы видите хождение от 91 цента до $1.08. Но с начала 21-го отклонение ничтожно. Как происходит это удержание? Во главе угла должна стоять одна понятная возможность – поменять USDT на настоящий доллар. Она, по идее, есть. Мы об этом недавно говорили, но лично я не пробовал. Ну, как минимум, потому что там обмен и выпуск осуществляется лотами по $100 тысяч. Более того, люди рассказывают, что не всем эта возможность дана, но то, что она дана, это точно. Потому что если бы Tether не давал такой возможности вообще, то он не просуществовал бы 6 лет. Да и не торговался бы на очень прозрачной американской бирже Kraken, притом напрямую в паре Tether настоящий доллар. И если один Tether начинает стоить 99 центов, то, как правило, набегают покупатели. Это либо счастливчики, у которых есть доступ погасить Tether напрямую, либо просто спекулянты рынка, которые уверены, что курс выровняется. Таким образом, они повышают спрос и возвращают цену к $1. А если вдруг спрос зашкаливает и цена Tether становится выше доллара, то тут вообще все просто. Куча спекулянтов с радостью сольют свой криптодоллар за настоящий, да или сам Tether напечатает и удовлетворит спрос, тем самым вернув цену к $1. И самое забавное, что самому Tether International обычно и не нужно постоянно гасить огромное количество тезеров в обмен на доллар. Их задача – поддерживать стабильный курс. А для этого, как правило, достаточно периодически погашать лишь небольшую долю токенов в обороте, поддерживая доверие к системе. Чтобы мы с вами, обычные хомяки, могли менять через peer-to-peer свою $1000. Сотни тысяч тезеров меняются ежедневно на рубли, драмы, лари, лиры, тенге, доллары и другие валюты.
Передаю привет всем релокантам. А все потому, что в сознании большинства ты в любой момент можешь этот тезер обменять на настоящие деньги в каком-нибудь обменнике. А большие игроки меняют миллионы тезера на настоящие доллары в самом Tether International. И поэтому нет мотива бежать и погашать эти фантики реальными долларами вот прямо сейчас. Это осознание позволяет держать тезеры неделю, месяц, а кому-то даже годы. Это как раньше люди жили с осознанием, что доллары можно поменять на золото. Но никто же не бежал менять хрустящие бумаги на унции золота. Ну, конечно, если не кризис. Здесь происходит похожая ситуация. Я думаю, вы понимаете, что стабильность и прозрачность тезера все-таки сильно меньше доллара. В этом выпуске мы говорили и про такие себе отчеты, про отсутствие аудита, про компании с Каймановых островов. Все это создает риск совершения набега на банк. Только не на банк, а на тезер. Особенно в условиях, когда вокруг разрывы цепочек поставок, глобальная инфляция и одновременно с этим рецессия, ведение войны, глобальная пандемия, изменение климата. Короче, мир жесток, изменчив и нестабилен. Может произойти всякое. Для примера, совсем недавно Тезер впервые в истории погасил 16 миллиардов своих фантиков. То есть кто-то пришел и сказал: вот твои 16 миллиардов тезеров, отдай мне настоящие доллары. Кто-то скажет: хорошо, нагрузка спадает. Другой скажет: пузырь уже лопается. Но, как говорится, всей правды мы не знаем. Все зависит, насколько сильно пошатнулось обеспечение. В резервах Tether на 31 марта не такая уж большая доля сомнительных активов, всего 15%. Это не выглядит как что-то страшное. Но с тех пор Tether уже успели погасить более 15 миллиардов долларов, то есть примерно 20% от всех токенов USDT в обращении. При этом такого рода гашения, как правило, осуществляются за счет самых надежных и ликвидных активов. В случае с Tether это деньги на банковских счетах и US Treasuries, то есть госдолг США. А вот самые мутные активы, такие как крипта или займы, выданные непонятно кому, скорее всего остались на балансе Tether. Соответственно, если капитализация токенов USDT в обращении будет продолжать так же быстро падать, то потенциальная дырка в резервах Tether вполне может вырасти с 15 до 30 или даже 50% от всего баланса. В этом случае, я думаю, много у кого возникнут большие вопросы к обеспеченности USDT настоящими реальными долларовыми активами. После 24 февраля Tether был, да и пока остается отличным способом сохранить свои деньги. При том, как в их номинальном стоимостном выражении, так и в вопросе управления. Этот Tether вы до сих пор можете перевести в любую точку мира, избегая конских комиссий, задержек и возможных отказов. А вот что вы будете делать со своими долларами в российском банке? Большой вопрос. Риски и нюансы есть везде. В конечном счете вопрос всегда вашего личного финансового управления. У Паши есть отличное видео на эту тему «Личные финансы для разумного человека». Да и вообще, это видео готовилось по его материалам. Так что, если видео показалось полезным, то и материалы Паши зайдут. Ссылка будет в описании. Сейчас важно проговорить, зачем это видео. Существуют две крайние точки зрения. Слева у нас «Будущее за Тезером! Крипторулес!» А справа «Завтра скам! Пирамида обрушится!» Я понимаю, что видео зайдет хорошо, если мы будем отстаивать либо крайне левую, либо крайне правую точку зрения. Но вы помните, что правда всегда где-то посередине. Я не говорю, что Tether скам. У него есть проблемы с отчетностью и прозрачностью. Но вот уже 6 лет он является великолепным инструментом перевода средств. Но в то же время нельзя будущее слепо судить по прошлому. Мир меняется, события происходят разные. Нужно учитывать как международную конъюнктуру, так и локальную. А тут практически каждые несколько недель громко лопается новый криптопроект на десятки миллиардов долларов. Luna UST, Celsius, Three Arrows Capital.
Поэтому здесь не будет прогнозов, лопнет ли тезер или нет, и уж тем более когда. Зато могу сказать, что пирамидой он точно не является. Ну, просто по определению. Он не заявляет о доходности при вложении. Его можно сравнить с непрозрачным банком, который выпускает свои деривативы. А банки, даже самые честные, тоже могут обанкротиться. А уж для Tether International, в частности которого благодаря расследованию прокуратуры Нью-Йорка есть большие сомнения, эти риски тем более сильно выше. Лично для себя я определил так. Тезером я как пользовался, так и продолжу пользоваться. Но, вероятнее, всего лишь внутри дня для своих нужд. Другое дело, что я не буду большую часть денег хранить в нем. Для более долгосрочного хранения я посмотрел бы на другие стейблкоины. Но и то, там тоже есть свои риски. Идеала не существует. Я хочу сделать еще одно видео с обзором остальных стабильных криптофантиков. Пишите комментарии, если вам интересно, и кидайте это видео своему товарищу, чтобы он вкатился в эту вашу криптовалюту. Ну, или наоборот, сторонился ее как огня. А мы благодарим главных рептилоидов нашего ордена – Хабченска, Влада и Соника Мейхема, а также всех верховных магистров, консулов, героев и гэпников. Относитесь к финансам разумно. Увидимся на следующей встрече. Yeah.